Дело было вечером, делать было нечего, как говорится. И связалась у меня вот такая вот косметичка. Очень классная, мне она очень понравилась, вместительная. И самое главное, что вы ее можете сделать своими руками за один вечер, потому что вяжется она легко и просто, и быстро. И реально вы отвлекаетесь вообще, ну, как я уже и сказала, очень классно проведете время, когда будете ее вязать. Вот такая вот красота получается. Это, кстати, вторая косметичка, ту, которую я вам сейчас покажу, как вязать. А до этого, когда я пробовала ее вязать первую, она у меня была немножко другая. Вот такая вот. Она поменьше размером. Но я вам расскажу, как вязать и вот эту вот поменьше размером, и ту, которую только что показывала, побольше. То есть в этом мастер-классе я вам расскажу и то, и то. Поэтому вяжите с удовольствием, и пусть у вас все будет хорошо. Для вязания нам понадобится молния. Я взяла такая, какая была, она у меня длинная. И, кстати, это хорошо, потому что когда вязала, я же не знала, какой у меня размер получится. Я ее потом просто обрезала, ну и сюда вот вшила. Нормально. Так что лучше брать, вот видите, у меня там краешек. Лучше брать молнию немного больше. В общем, любую, но не совсем коротенькую. Маркер нам понадобится, ножнички, крючок номер 6, обычная иголочка с ниткой, чтобы молнию потом пришить, пряжа любая, я вязала плюшевой пряжей, черную у меня Yarnart Dolce, и вот какой-то здесь я вязала Himalaya Dolphin Baby, у меня розовый. Сейчас я возьму вот такую вот, тоже розовую, немного поярче. В общем, какая пряжа есть, такая и подойдет. Если ориентироваться на Yarnart Dolce, то по моточку каждого цвета будет достаточно. Крючок номер 6, как я уже и говорила. Вязать будем обычными столбиками без накида, но будем вязать в 2 нити сразу. Поэтому и крючок берем большой. Вот берем сразу 2 цвета. И вот видео для начинающих я тоже прикреплю здесь. Тоже мы оборачиваем вокруг пальца. Делаем петельку. Сразу 2 ниточки хватаем, видите? Делаем петельку и 2 воздушные петли. И в первую петельку набираем 6 столбиков без накида. То есть все то же самое. От того, вот какая ниточка у вас будет сверху, вот здесь вот первая на пальце, от этого будет зависеть узор. Вот сейчас покажу, если розовая сверху, а потом покажу, если черная. Вы уже либо чередовать будете, либо просто выберите то, что вам больше нравится, как будет выглядеть. Так, это 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3, 4, 5, 6. Так, этот вот первый ряд у нас есть. Дальше будем вязать 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. То же самое все, заходим в петельку и вяжем вот в каждую петелечку по 2 столбика без накида до конца ряда. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. Довязала я этот ряд, вот так вот сейчас выглядит вязание. Сейчас еще один ряд я провяжу тоже, чтобы вот эта вот розовая ниточка была сверху, показать вам, как будет выглядеть. А потом поменяю, сделаю, чтобы у меня эта черная ниточка была первая. Тоже покажу вам. Так, третий ряд мы вяжем 12 прибавок. То же самое, сейчас у нас 12 петелек в ряду. Вот в каждую петельку по 2 столбика без накида до конца ряда, 12 прибавок. Можете поставить маркер, можете просто так контролировать.
И всегда следите, чтобы вы именно хватали 2 ниточки. Вот этот третий ряд я тоже довязала. Видите, когда у нас идет первая розовая ниточка, то больше черного цвета получается. Можно, кстати, чередовать. Один ряд так провязать, а второй ряд поменять. Это из-за этого будет по-другому сумочка смотреться. Видите, у меня вот здесь вот. Так я брала. Иногда нитка же она сама перекручивается. Поэтому узор получается сам по себе. Четвертый ряд мы вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 12 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 36 столбиков без накида. Петелечки не пропускаем. Поставим маркер, чтобы себя контролировать. И вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка до конца ряда. Вот этот ряд я довязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Наша лицевая сторона. Следующий ряд у нас 5. Вяжем в начале ряда 6 столбиков без накида. Я тоже 1 столбик провяжу и поставлю маркер. Дальше вяжу 2, 3, 4, 5, 6. Теперь будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так 4 раза. Вот 1 столбик без накида. Так, я, по-моему, пропустила петельку. Что нет? Не пропустила. 1 столбик без накида и в следующую прибавка. Это 1 раз. Столбик без накида, прибавка 2 раз. Столбик без накида, прибавка 3 раз. Столбик без накида, прибавка 4 раз. Дальше вяжем 10 столбиков без накида, просто, без изменений, в каждую петельку по столбику без накида. 10 столбиков без накида. И теперь снова 1 столбик без накида, 1 прибавка, 4 раза. 1 столбик без накида, 1 прибавка, 1 раз, столбик без накида, прибавка 2 раз, столбик без накида, прибавка 3 раз. Столбик без накида, прибавка 4 раз. И 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Вот такая вот красота получается. Плотный, без пробелов здесь. Вообще дырочек никаких нет и быть не должно. То есть эта косметичка получится очень плотная, такая классная. Она хорошо держит форму. Очень-очень клевая. Так, это у нас был 5-й ряд. 6-й ряд вяжем тоже в начале 6 столбиков без накида. 6 столбиков без накида в начале ряда провязала. Теперь вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так делаем 4 раза.
Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Вот 10 столбиков я провязала, а теперь снова вяжем 2 столбика без накида, прибавка 4 раза. И до конца ряда 4 столбика без накида. Ряд до конца я довязала. Вот так вот получается. Вот это вот у нас дно. Оно уже готово. Дальше мы просто будем вязать без изменения в каждую петельку по столбику без накида. С 7 по 20 ряд включительно. То есть, видите, все элементарно просто. Вот эту вот часть мы уже связали. И теперь просто будем подниматься без всяких там каких-то петель подъема. Просто вяжем по кругу в каждую петельку по столбику без накида. Ряды очень легко считаются. То есть вот здесь вот все видно в этой пряже. Вот первый ряд, вот второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой. Это у нас дно. И потом вы точно так же просто вяжите, вообще даже можете ничего не считать, не контролировать, ну только маркер у вас, чтобы видно было, где начало ряда. Или в принципе можете вязать до нужной вам высоты косметичку. Можете больше рядов провязать, не до 20 ряда включительно, а еще больше, либо меньше. Ну меньше, наверное, нет смысла, потому что оно будет маленькое. А так вот вяжите сколько хотите. И все, и потом я покажу, только заканчивайте не так, как здесь. Здесь я закончила, прям вот тут у меня ряд шел, вот так вот, и здесь я закончила. Нет, такого не делайте, довязывайте до какого-то края. До края завязывайте, чтобы меньше вот этого вот было видно. И потом свяжем вот эти вот перемычки для того, чтобы вшить молнию. Да, и вяжем же точно так же, без изменения, столбиками без накида. Ниточку меняйте, вот если хотите, это видите, у меня розовая первая была, вот так вот, еще раз покажу вам на всякий случай, когда вы держите на пальце, чтобы была розовая первая, тогда получается больше черного. Если вы сейчас поменяете, я вам так и не показала, да, как оно будет выглядеть. Ладно, сейчас тогда 1-2 ряда провяжу, чтобы розовая была сверху, и покажу, как оно будет выглядеть. Или, в принципе, вот, я вам покажу вот это вот черного больше. Вот здесь розового больше. Так что не буду вам ничего показывать. Вот на этой покажу косметичке. А вы уже просто определяете, как вам больше нравится. Видите, тут у меня чередовалось. Это я первую вязала, я даже не понимала, как оно будет. Это я потом уже посмотрела, что если ниточку так положить, то будет вот такого больше цвета. Если так, то вот такого. В общем, это смотрите уже, как вам больше нравится. Вот, довязала я уже нужное количество рядов. Решила немножко по-другому связать, сделать ее побольше. Смотрите, у меня вот эта какая маленькая, видите? И вот эта какая. Это получилось намного шикарней. Я здесь единственное, что добавила после того, как вам рассказала, вот 6-й ряд мы провязали, у нас в конце получилось 52 столбика без накида. Я потом просто сделала еще один ряд с прибавками, это 7-й. Я провязала точно так же сначала 6 столбиков без накида, а потом я сделала 3 столбика без накида, 1 прибавка, 4 раза я так сделала. После этого провязала 10 столбиков без накида и снова 3 столбика без накида, 1 прибавка, и так вот 4 раза. И до конца ряда 4 столбика без накида осталось, вот я их и провязала. То есть я в 7-м ряду добавила еще 8 петелек. Итого у нас уже в ряду получилось 60. И потом с 8-го, получается, я чуть-чуть больше рядов провязала, не по 20 включительно, а по 23. Вот я с 8 по 23 ряд включительно вязала по 60 столбиков без накида. Просто решила сделать ее немножко больше, чтобы она и вместительнее была. Ну, мне кажется, она так покруче смотрится. И еще вот смотрите, то, что я сейчас делаю, решила обвязать ее по краю. Сейчас покажу, как это делать. Ну, это я попробовала, красиво, некрасиво будет, вроде красиво, поэтому вам покажу. Так, смотрите, крючок все тот же.
Тут как ниточка у вас ляжет, уже не важно. Кстати, видите, я здесь меняла, сделала 3 ряда, как, ниточки местами поменяла, потом снова поменяла и снова поменяла. Такой у меня получился узор. Теперь что мы делаем? Вот дошли до края, как я и говорила. У нас она такая продолговатая немного. Разровняли, вот до края довязали. То есть у меня начало ряда здесь, а до края я довязала. И теперь просто обвяжем один ряд вот таким образом. То есть мы просто заходим в предыдущую петельку, не в эту же, а в предыдущую заходим, хватаем ниточку, вытягиваем и протягиваем, провязываем столбик без накида. Вот так вот. Снова заходим уже не в эту же петельку, а в предыдущую. Снова хватаем ниточки и провязываем столбик без накида. Опять идем в предыдущую петельку, хватаем ниточку и провязываем столбик без накида. И таким образом будем провязывать вот до конца ряда, идти и провязывать, обвязывать нашу косметичку. Мне кажется, получится красиво. Вот, то есть заходим в предыдущую петельку и провязываем столбик без накида. Еще я подумала, что можно не делать вот эти вот, не знаю, как их называют. Так, сейчас, смотрите, покажу. Вот таким вот образом получается, видите, и внутри вот так. Можно не делать вот эти вот штуки, планочки такие, для того, чтобы пришить молнию. То есть, чтобы не заморачиваться, просто мы ее пришьем без них. Но кто хочет сделать вот такие планочки, то просто я присоединила ниточку, вот здесь вот изнутри подхватила петельку и присоединила ниточку и провязала вот так вот по кругу, так сказать. Я обвязала столбиками без накида и все. И потом уже к этой вот планочке пришила молнию. Сейчас я решила такое не делать, потому что и так будет красиво, и зачем усложнять себе жизнь. Так, в общем, я думаю, понятно. Обвязываем вот так вот до конца ряда. Видите, вот не обвязано, а вот обвязано. Вот смотрите, обвязала я. Кстати, когда вы будете вязать дно, вы не пугайтесь, оно будет немножко морщиться, так собираться. То есть это нормально, потом оно в принципе выравнивается. Когда вы в косметичку уже что-то положите, то вообще будет все отлично. Тут внутри, видите, у меня эти хвостики еще, их нужно будет обычной иголочкой с ниткой пришить, либо зажигалкой прижечь, как вы это делаете, чтобы у вас кончики там не мешались. То есть смотрите, это то, что мы уже сделали. Вот такая красота. И сейчас сюда нам просто нужно будет пришить молнию. Если у вас есть чем ее закрепить, какие-то там крабики, то будет очень здорово. Смотрите, вот эту часть, где у нас идет собачка, вот куда она закрывается, мы ее не трогаем. Обрезать будем с этой стороны. Вот тут, где хвостик, потому что мы здесь пришьем просто обычной иголочкой с ниткой, и у нас ничего не распустится. Эту часть мы не трогаем. Мы ее прикладываем, то есть мы ее вот так вот расстегнем и просто приложим. Я же говорю, если будет чем прихватить ее, отлично. Не будет, ну, значит, пришьете как получится. Прикладываем и просто нам аккуратненько нужно будет ее сюда пришить. Одну часть и вторую часть, а хвостик мы спрячем туда вовнутрь. Пришиваем обычной иголочкой с ниткой, это самая сложная часть. Прям сильно показывать я не буду, можете прям идти вот так вот насквозь пришивать. По краю, вот где у нас идет вот этот вот последний ряд. Вот так вот мы ее хорошенечко тут прям как внутри пришьем, как получится. И косметичка будет готова.
И вот эти вот хвостики, здесь мы обрежем ниточку, ну и просто их тоже спрячем тут вовнутрь. Тоже можно будет прихватить обычной иголочкой с ниткой. Кстати, это вторая молния, которую я в принципе пришила за всю свою жизнь. Первая это была на вот этой вот первой косметичке. И вот сейчас я второй раз вообще в жизни пришиваю. И что я могу сказать? Что второй раз намного легче. То есть опять же главное пробовать. Практика и никаких секретов. Просто пробуйте, и у вас все получится. Вот видите, две эти косметички. Первая, которую я связала, она меньше размером. И вот та, которую мы связали с вами только что вместе, она получилась побольше, повместительней. Да и в принципе она мне нравится гораздо больше. Так что вяжите с удовольствием и всего вам хорошего.